В Дагестане вооруженные боевики стреляли по силовикам. Горит крупнейший рынок Приморья, а Дональд Трамп снова грозится присвоить Гренландию. Всем привет, это «Новости воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. В Дагестане ночью искали вооруженных боевиков. Там объявляли режим контртеррористической операции. В оперштабе Дагестана сообщили, что в поселке Семендер в Махачкале идут поиски 4 мужчин, которые планировали нападение на объект МВД в соседнем Каспийске. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам и скрылись. Позже их застрелили на окраине поселка. Пострадавших среди жителей и полицейских нет. Силовики сообщили, что также нашли тайник с гранатометами и автоматами. По их заявлению, боевики координировали с террористическим движением ИГИЛ. Взрыв газа в жилом доме. ЧП произошло в Белореченске Краснодарского края. Люди застряли, дверь пытаются взломать. Взрыв случился в многоквартирном доме. Он повредил 8 квартир, 2 уничтожены полностью. Также пострадали несущие конструкции здания и обрушились перекрытия между этажами. Из дома эвакуировали 54 человека, 25 из них находятся в пункте временного размещения. 3 человека пострадали, у одного серьезные ожоги 70% тела. В некоторых квартирах после взрыва заклинило двери, и люди долго не могли выбраться. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, причина взрыва – утечка газа из баллона, которые использовали при монтаже натяжных потолков в одной из квартир. В Белореченском районе ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело. Свою проверку начала прокуратура. Сильный пожар на крупнейшем рынке Приморского края. Во Владивостоке горят павильоны и кафе на территории спортивного рынка. Из-за тесного расположения построек есть угроза распространения огня на всю территорию рынка. Вся площадка в сильном дыму. На месте работают пожарные. Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с программной речью. Его выступление началось со скандала. Охране пришлось вывести из зала конгрессмена от Техаса Элла Грина. Политик скандировал, что у Трампа нет мандата на руководство страной. По самой актуальной на сегодня теме отношений США и Украины Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором последний говорит о готовности сесть за стол переговоров. Однако посол Украины в США Ольга Маркарова рассказала, что тем самым письмом оказался вчерашний твит украинского президента. Трамп зачитал его Конгрессу. Вот что написал Зеленский. «Хочу еще раз подчеркнуть, что Украина стремится к миру. Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира». Однако, по данным «Нью-Йорк Таймс», Трамп оставил в силе запрет на военные поставки Киеву. Война в Украине не единственный внешнеполитический вопрос, который Трамп затронул в своем выступлении. Он снова стал агитировать Гренландию войти в состав США. Цитирую: «Так или иначе, мы ее получим. Мы обеспечим вашу безопасность. Мы сделаем вас богатыми, и вместе мы поднимем Гренландию на такие высоты, о которых вы раньше и не подозревали». Конец цитаты. Демократы во время выступления Трампа открыто выражали протест. Они поднимали таблички со словами «ложь» и «Маск ворует». Некоторые женщины пришли в розовом, чтобы привлечь внимание к мизогинии Трампа. Некоторые были в одежде цветов украинского флага. Демократы покидали зал посреди речи Трампа в футболках с надписью «Резист» – «Сопротивляйся». Накануне российская армия нанесла очередной массированный удар по Одесской области Украины. Глава местной обладминистрации Олег Кипер сообщил, что погиб 77-летний житель села Лиманка. Частично разрушены частные дома. Также Кипер написал, что в Одессе была повреждена критическая инфраструктура. Часть города осталась без электроэнергии и водоснабжения. Украинское издание «Политика страны» отметило, что это уже 4-й за 2 недели удар по энергетической инфраструктуре региона. Также в ночь на 5 марта обстрелу подверглась Херсонская область. Глава местной военной администрации Роман Мирочко сообщил, что в результате ночных ударов в Херсоне погиб 55-летний мужчина и пострадала 64-летняя женщина. Косметика разрушает институт семьи и мешает целомудрию. Это на полном серьезе рассказывают студенткам колледжей в Оренбурге. Лекции проводит Союз православных женщин. На его сайте опубликовали отчет, в котором такие встречи называют доверительными разговорами о семье и браке. Использование косметики активистки приравнивают к употреблению алкоголя и наркотиков и заявляют, что это губительно сказывается на создании семьи и рождении детей. В приоритете, как говорится на сайте, должно быть целомудрие.
Что же, это главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Так вы поможете нам шире распространять новости. И главное, берегите себя.